Добро пожаловать в эту новую серию влогов путешествий по отдаленным местам Восточной Германии. К слову говоря, это был последний раз, когда вы видели полеты дронами, конкретно в этом месте, потому что, дроны запрещены в этом национальном парке. В национальном парке Саксонская Швейцария. В общем, мы в Германии. Где-то неподалеку от Чехии, на самом деле. В национальном парке, в котором мы проведем следующие пару дней. Первым делом, конечно же, нужно забраться на местную башню, которая так красиво еще смотрится на берегу реки Эльбы. В общем, мы в Германии, здесь все на немецком, мы немецкого совершенно не знаем, поэтому у нас проблемы. И люди очень общительные, но общаются только на немецком. Все надписи тоже только на немецком. Плохо как-то у них с английским в этом регионе, вот что я хочу сказать. Но зато красота. Вот это наша машинка. В общем, мы нашли настоящую рысь. Настоящая рысь сидит за электрическим забором и игнорирует всех. Назад мы спускаемся пешком по очень живописному склону. Ну, как говорится, когда в Германии, надо есть булку и запивать кофеечком. В общем, да, после всего этого торта и кофе мы идем все-таки на штурм национального парка. Чешско-швейцарский национальный парк с лесами и горами, чтобы хоть немножко растрясти все эти торты, которыми мы тут питаемся. Теоретически в Германии на самом деле довольно неплохая ситуация с общественным транспортом. Даже по этому парку в принципе ходит трамвайчик. Но ходит он, конечно же, только по определенному маршруту. И это все как-то относительно удобно. Поэтому у нас была с собой машина. У нас была полная свобода действия и довольно мало представления, на самом деле, куда ехать. Парк огромнейший. Парковка теоретически платная, но автомат не работает, как мне объяснили по-немецки. Так что парковка бесплатная. Все, идем в лес. Ползем наверх. Пролезаем под деревьями. Мы долго ползли в горы и наконец добрались до первой достопримечательности. Ну вот, скала. В общем, оказалось, что это была не вершина горы. Можно лезть гораздо выше. Чем мы сейчас занимаемся? Ползя по вот этой очень древней лестнице, куда-то очень-очень высоко, среди такой красоты. Сегодня, кстати, начало ноября. Я ожидал, честно говоря, что все опадет, будет довольно мрачно, и будут такие только ветки. Но нет. Смотрите, какие цвета. Германия. Швейцария здесь на самом деле не так уж и близко. Я так понимаю, что швейцарским этот парк прозвали именно потому, что здесь такое огромное количество скал. Говоря простым языком, приходится много карабкаться. Такое живописное ущелье. Селфи-спот. Селфи-спот в ущелье.
Сошли с нахоженной тропы. Идем по лесу. Дорожки очень ровные, очень приятно по ним ходить, а еще главное, практически полное отсутствие мусора. Очень все чистенько. Мужественно ползем еще выше. Такая вот она, жизнь туристическая. Ползешь себе между камней на вершины скал, чтобы пофоткать несколько селфи. Ну, мне кажется, мы забрались наконец на вершину этого национального парка. Мы карабкались долго и упорно. Потрясающе. Очень живописные тут скалы, конечно. Я думаю, это подходящее место, чтобы перекусить. Попив чайку и поев бутербродов, мы двигаем назад. Солнце начинает садиться и вообще как-то становится прохладно. Но вместе с этим солнце впервые вышло из-за туч за сегодня. Ну, может быть, не впервые, но очень редко оно сегодня выходило. Поэтому все очень красиво. Поэтому мы все усиленно фоткаем. Один из способов, если вы прибыли в какое-то теоретически красивое место, но совершенно не знаете, куда конкретно двинуться, можно открыть Инстаграм и начать смотреть, откуда люди постят картинки, особенно если они загеотагены. На второй день мы так и сделали, открыли Инстаграмку, стали смотреть и обнаружили красивейший мост. Мост под названием Бастей. И именно туда мы и двинулись на следующий день. Насмотрелись мы вчера на достопримечательность в Инстаграме, одну местную. В общем, идем ее смотреть. Не бесплатная достопримечательность. В общем, да, строго у них-то все с дронами, все нельзя. Здесь неподалеку, на самом деле, есть граница с Чехией. Там все можно. Так что, возможно, мы съездим еще в Чехию сегодня. Некоторым машинам можно, а нам нельзя. Мы идем пешком. Второй очень важный момент поиска достопримечательностей по Инстаграму. Если очень много фотографий из какого-то места, скорее всего, там тоже будет еще и очень много людей, потому что, ну, как бы сказать, дыма без огня ведь не бывает. Поэтому мы решили проснуться пораньше и двинуться на этот мост до того, как туда прибудут основные толпы инстаграмщиков. Самое время пофоткать слайдов. Туда нельзя. Та часть скалы, похоже, что уже начала обваливаться. Потрясающей красоты место, конечно. И главное, очень мало народу. Говорят, в этот парк приезжают 2 миллиона людей каждый год. Ты нашла Traces of Medieval History? Ох, кто-то строил, потом написал. Ох. Ну, вообще тут очень много букв на этих древних камнях. Руины слегка на ремонте, поэтому нам скидочка. За полцены мы сюда пробрались. За 1 евро вместо 2.
Когда-то здесь был очень средневековый замок, а теперь на нем от замка камня на камне не оставили. Средневековье? Средневековое, как минимум 1000 лет. Припарковались рядом с национальным парком. Сегодня суббота, сегодня выходные, поэтому здесь очень много парковок, но все они абсолютно забиты машинами. Вот, собственно, одна из них. По ней мы только что пытались найти место, ничего не нашли. Но народ, похоже, что паркуется прямо на обочине вот этой вот дороги. Так что мы поступили так же, как делают местные, либо так же, как делают все остальные туристы. Идем в лес. Если есть водяная мельница, значит где-то рядом пекут пирожки. Народная немецкая примета. Станислава нашла желтый лишайник. Вот такие вот тут скалы надвисают над дорогой. Ну вот тут еще такой полноценный бункер под скалой. Свернулись с натоптанной тропы и идем теперь по лесу. Кругом елки. Довольно склизкое еще такое. Были мои чистые штаны. Когда полная тишина, в лесу можно услышать, как стучит дятел, а то и несколько. Перебираемся через елки. Осторожно, мокрые, колючие елки. Станислав, ты в порядке? Осторожно там. Вот это вот теоретически это тропинка, но я слегка подзавалила буреломом. Но на Google Maps она есть, значит как бы пройдем, пробьемся. Больше елок. Хреновая эта тропинка, честно говоря. Сплошные елки. И бурелом. Все такое склизкое. Но мне кажется, мы на финишной прямой. Ну вот, вроде выбрались на приличную дорогу. Питстанслюхте. Темнеть в это время года уже начинает часа в 3, поэтому мы двигаем потихонечку назад к парковке. Заберемся в нашу машину и, возможно, поедем, поедим еще пирожка где-нибудь. Это, в общем-то, рецепт, как нужно употреблять Германию. Нужно ездить от одной мельницы к другой, поедать пирожки и иногда забираться в лес. В общем, мы что-то покатались и нашли какой-то маленький немецкий городочек, название которого я, честно говоря, даже не знаю. Но тут что-то как-то у них все красиво, поэтому мы сейчас пойдем посмотрим, как они тут живут без нас. Парковка здесь, по-моему, бесплатная. Бесплатная? Ни у кого нет билетов. Ну да, так что бесплатно, можно гулять.
Несмотря на то, что в выходные практически все закрыто в Германии, мы нашли открытую кафешечку. Как я уже упоминал ранее, этот парк занимает, половина его находится на территории Германии, половина его находится на территории Чехии. В этом эпизоде мы, соответственно, гуляли по Германии. В следующем эпизоде мы двинемся в его чешскую половину. Чешская Швейцария ждет нас.